Здрасте, мои многомиллион... сюда, извините. Здрасте, мои многомиллионные подписчики. Сегодня у нас выпуск про новую гитару. Ну, наконец-то же. Эта гитара Урал. Да. Самая высочайшая серия российского гитаростроения. Давайте же быстрее уже пройдемте к обзору на это суперство. Также хотел бы передать привет Сергею из канала Серж, который делает в суперском формате свои обзоры. Сейчас я просто попробую сделать то же самое. Ну, хотя бы приближенно. Не то, чтобы скопировать просто его. Просто попробовать. Получится у меня плохо или хорошо, решать вам. Но это просто разово. Так что, хейтеры, не надо хейтить меня сразу же. Побежали быстрее к нашей гитарке. Ну вот мы получили посылочку нашу. Epiphone.com. Прям все супер-мега официально. Гибсоновский завод прямо в Китае, официально производящий эти эпифоны. Очень интересно, что сейчас по качеству будет на 25-й год. Les Paul Modern у нас. Супер модерновая, супер свеженькая штучка. А вообще они были в производство первый раз внедрены, inspired by Gibson, в 2020 году. Открываем. Замечательнейшая, абсолютно надежная упаковка в большой коробке была вот эта поменьше с гитарой. Все проложено специальными защитными прокладочками с воздухом. И сверху, где голова, и снизу, где попа. Давайте же посмотрим, что там еще у нас имеется в коробочке. Огромнейший пакет со всякими инструкциями, гарантийными талонами и очень много наклеек. От маленьких до больших, вот таких вот. Ну, в принципе, кто фанат Эпифона, можно обклеиться полностью. Колонки, холодильники и так далее. Ну, наклей себе на лоб. Давайте же уже снимем эту вуаль и посмотрим, что там. Там сразу же, я смотрю, шестигранник прилагался для настройки анкера. И мы уже видим, как на голове красуется очень круто, прям кастомно, перламутровые названия бренда Epiphone. Вот эта красавица в цвете Pelham Blue. Красиво. Прям скопировано название цвета с официальных гибсоновских модернов. Хедсток эпифоновский, конечно же, голова. Это поближе я сфотографировал. Но это прям на зеркалку. Сзади серийный номер мы видим, где зашифрована дата. 25-й год, 2-й месяц. Локовые колки Гровер на ней установлены. Ротоматикс. Вот такая вот красотка. Тюноматик стандартный бридж, звукосниматели ProBucker 3 в бридже, ProBucker 2 в неке с тремя пушпулами. Раз, два, три, которые делают противофаза и две отсечки нека и бриджа. Накладка из черного дерева, порожек Graphtec Newbone, гриф махагоновый, глубоко вклеенный. Про этот вырез чуть попозже. А для чего он вообще, что-то я не понял. А здесь просматриваются две линии склейки. Из 3 кусков состоит у нас дека, основное, так сказать, боди гитары. Ну ты англичанин, конечно, боди, тело, ага. Ну, вообще-то да. И первый раз я вижу, чтобы голова была приклеена уже изначально к грифу. Это ж китайцы. На гибсонах такого не видел. Я тоже. Потенциометры крутятся очень плавно, мне очень понравилось. Края ладов очень качественно закатаны. Ничего не режет пальцы, но можно и лучше. Да, за такую цену. Итак, что же там было в этом пакете? Куча наклеек. И всегда меня прикалывала инструкция по пользованию гитарой. Я всегда читаю инструкцию. Буклетики, инструкции, QR-код на какое-то программное обеспечение. Струны Гибсон, говорят, настоящие гибсоновские. Опять кошка. А это гарантийный талон на гитару. А сейчас проверим, в играбельном ли состоянии пришла гитара сразу. Хотелось бы. Это мы смотрим прогиб. На первом ладу и на 12-м зажимаем. И небольшой зазорчик, миллиметрик, полмиллиметра должен быть. Проверяем все струны. Может, не надо прогибаться? Ну и высоту струн, конечно же, проверяем. Вот эта высота для меня высоковата. Будем опускать. Смотрим, как прорезан порожек, высота струн. На 3-м ладу зажимаем и смотрим, сколько у нас места над
первым ладом. Да вроде нормально. Высота терпимая. Пилить сейчас порожек я точно не буду. Как жена пилит. Ну что ж, давайте подправим анкер, чуть-чуть его Брысь. подтянем. Так, удостоверился я, что там все-таки шестигранник. А что еще может быть? Вставляется, а не как на гипсонах накидной ключ. Гибсон. Вот это было у нас в комплекте. Давайте же чуть-чуть подзатянем, потому что гриф прогнут вот так вот. Нужно потянуть вправо по часовой стрелочке. А мне все не запомнишь, куда крутить. Струны чуть-чуть в сторону, чтобы не мешали. Воткнули и по часовой затягиваем. Чуть-чуть совсем. Респект. Натягиваем струны обратно и проверяем уже, что мы там накрутили. Струны 10 на 46, мне кажется, по ощущениям. Настраиваем гитару в E стандарт. Это ми, что ли? Смотрим на прогиб. Замечательно. Проверяем все лады на дребезжание. И вроде бы все в порядке. Нифига ты скоростной такой. И что еще немаловажно, ее вес. Как говорят там Modern Weight Relief. С кучей дырочек. Сыр какой-то. Да, 3,46 всего лишь она весит. Для лыспола мало. Я подключил ее, поиграл и понял, что нековый звукосниматель очень громко по сравнению с бриджевым, а должно быть наоборот. Слухач. Нековый помягче, я его приотпустил, а бриджевый приподнял. Буквально 2,5-2 миллиметра сделал его. Нековый ниже. Ну, логично. Отрегулировали нек, слушаем потом сразу же бридж, поднастроили. О, классно звучишь. Вроде бы все в порядке. Вы слышите? Я да. Красота. Ну что ж, товарищи, давайте что-нибудь сыграем. Джек. Втыкаем в гнездо. Гнездо. Погнали.
Thank you.